Камарджаба everybody! Я в Грузии впервые, и то, что здесь есть скорпионы, стало для меня целым открытием. А очередной пост в одной из батумских групп на Фейсбуке от испуганной женщины, в квартиру которой пробрался скорпион, подтолкнул меня на мысль сделать этот выпуск. Что я узнал и что из этого получилось, я вам сейчас поведаю. Смотрим. В Батуми участились случаи проникновения скорпионов в жилища мирных, ничего не подозревающих граждан. Этот сезон был особенно богат на такие визиты. Добропорядочные горожане после таких вторжений пребывают в шоке и панике от бессилия перед этими монстрами. Их одолевает страх. Страх за свою жизнь и жизнь своих близких. Рождаются фобии. Люди просто-напросто боятся лечь спать. Кто-то пытается предпринимать какие-то меры по самозащите. Особо чувствительные срочно меняют свою геолокацию, наивно полагая, что от скорпионов можно скрыться. И где? В современных постройках нового Батуми? Ха-ха-ха! Сразу скажу, не поможет. Скорпионы не знают, что люди настолько разумные, что придумали себе границы. Скорпионы поглупее, а потому живут без границ и там, где им захочется. Были замечены как в старом, так и в новом Батуми, и неоднократно на высоких этажах новостроек. Так что убегать от скорпионов в новые районы не имеет смысла. Встреча со скорпионом – это на везунчика. Кому как повезет. Кто-то в Батуми, прожив с детства, ни разу ни с одним так и не встретился. А кому-то подфартило познакомиться с этим милым созданием уже прямо на первых порах пребывания в городе. Предлагаю на первый этаж его отнести и выпустить. И отдать хозяевам. Может, это их домашний скорпиончик? Рекордным на такие встречи стал этот сезон. В этом сезоне, они говорят, были особенно активны. Скорпионы не гнушаются ничем. Даже батумскими блогерами. А если такая хрень в постель заползет или на голову? Снимаешь? Да. Нет, не снимаешь. Снимаю. Ирис не лезь. Ирис не лезь. Ты ближе снимай, не видно же ни хрена. Какой ужас. Блядь, не страшненько. Да ну нафиг. Это как крабик, только скорпион. только хвостики. Нет, Хвостик. как крабик, только скорпион. Ирис, только не подходи. Я думаю, кого кот гоняет, с кем он играется. Ужас. Не пощадили и нервную систему всем известных Алины и Серго. Особо наглая особь пробралась в их апартаменты и покусилась на святая святых – семейное ложе. Высшая мера наказания не заставила себя долго ждать и приведена была в действие незамедлительно. Как это было? Смотрим. Это, друзья мои, скорпион. Вот он сидит. И да, он сидит на кровати. Алина на ней сидела, и он просто выпал сбоку, и она просто офигела. К сожалению, съемки его уничтожения не были записаны, потому что он, оказывается, очень быстро бегает, ну и как бы это было стрёмно. Люди боятся скорпионов, и это факт. В сознании давно сформирован устрашающий и очень неприглядный образ мерзкого создания, часто ассоциируя его появление с приближением чего-то мистически ужасного и опасного, несущего неминуемую погибель вставшему на их пути. Насмотревшись фильмов и наглотавшись страшилок телеэкрана, люди при встрече со скорпионами испытывают целую палитру чувств. Всепоглощающий страх запускает инстинкты самосохранения, а те порождают первобытную жажду крови своего врага. Не задумываясь, человек хватается за тапок или что подвернется под руку и пытается убить непрошенного гостя. А между тем, скорпионы, как оказалось, существа симпатичные и даже очень полезные человеку, в отличие от тараканов, например. Мне удалось выяснить,
что в полосе, на которой находится Батуми, скорпионы не так ядовиты, как, например, в Средней Азии или на Ближнем Востоке. Если и ужалят счастливчика, то их укус сродни пчелинному. Как результат – покраснение, зуд, припухлость, возможно небольшое повышение температуры тела. Но все же, если так случилось, что контакт все-таки произошел, и вы стали жертвой атаки скорпиона, я бы, наверное, порекомендовал обратиться к врачу для подстраховки и просто для самоуспокоения. Мало ли, аллергическая непереносимость или еще что-то. Говорят, скорпионы появляются в тех домах, где сделан недоброкачественный ремонт, проникая и гуляя по этажам через щели и трещины, а еще по вытяжкам, и также могут зайти через открытые окна или балконные двери. Судя по тому, что скорпионы одни из самых древнейших обитателей нашей планеты, можно сделать вывод о их живучести и неприхотливости. Обожают сырость и всяких насекомых. Всеми своими клешнями скорпионы пытаются помочь людям в борьбе с мухами и тараканами, но... Люди, конечно, мало ценят эту полезность. И все же, если удача вам улыбнулась и вы встретились с этим древним представителем членистоногих, отнеситесь к нему дружелюбно и с пониманием. Загоните его в банку или прихватите аккуратно пинцетом и отпустите восвояси. А чтобы избежать неприятных моментов, лучше заранее побеспокоиться о своей безопасности и провести общую санитарную обработку на предмет разного рода насекомых, клопов, блох, тараканов и им подобных. Вот тогда настанет перемирие, и скорпионы перестанут вламываться в человечьи жилища. Вернется мир и былое спокойствие. Не страшно будет ходить босиком по дому, и не надо будет ночью включать свет, когда встали в туалет или в ночной дожор. Честно говоря, я никогда не встречал скорпиона, и неизвестно, как бы я сам среагировал на него и какая будет ситуация, сложно представить. Но после того, что я узнал про этих красавчиков, конечно же, все же постараюсь изловчиться и отпустить на волю, но кто его знает. Вот пока и все, что мне удалось выяснить и что хотел рассказать вам. Дополните в комментариях под этим видео, что я забыл упомянуть, и поправьте, если в чем-то не прав. Знаю, многие читают комментарии, и порой именно в комментариях содержится больше информации, чем в самом видео. Поэтому призываю вас делиться своими знаниями по данному вопросу, а также поделитесь ссылкой на этот ролик со своими друзьями и знакомыми. Любой из нас может столкнуться со скорпионом, и, возможно, это видео окажется кому-то полезным. Впереди еще много историй, лайфхаков и путешествий, а потому подписывайтесь на мой канал. На сегодня это все, чем я хотел поделиться с вами. Всем любви, добра, и давайте будем чуточку терпимее друг к другу и, конечно же, к братьям нашим меньшим. Адьос, мегабрэби!